Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, с вами команда Юпитер Стар, я Валентин Бахвалов. И сегодня у нас немножко новостей экономики. Названы сроки возможного обрушения рубля. Рубль может потерять свои позиции по отношению к мировым валютам. При этом процесс может начаться уже в декабре 2021 года. Падение российской валюты, скорее всего, продолжится и в начале 2022 года. Аналитики считают, что к концу 2021 года дефицит валюты на российском рынке уже начнет сказываться. И это естественным образом приведет к росту курса доллара и евро. Некоторые эксперты считают, что если падение рубля пойдет по негативному сценарию, то в начале 2022 года могут быть достигнуты исторические антирекорды в паре с долларом и евро. И впору говорить о новом черном дне российской валюты. В то же время аналитик по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в интервью агентству Prime заявил, что сегодня наблюдается восстановление рынка гособлигаций. По его словам, на декабрьском заседании ЦБ РФ может дать сигнал о паузе в цикле повышения ключевой ставки. В ожидании этого решения нерезиденты могут начать заранее вкладываться в ОФЗ. Приток зарубежных средств может выступить в качестве драйвера укрепления рубля. По мнению Бабина, если на глобальных биржах ситуация не ухудшится, то доллар может снизиться до 69,71 рубля. Экономист Хазин предрек россиянам девальвацию рубля и потерю всех накоплений. Эксперт подчеркнул, что реальный уровень инфляции в стране на 50% выше декларируемых показателей. Пишут СМИ. Банк России может прибегнуть к девальвации российской валюты. Именно так поступили в 2015 году, когда доллар всего за несколько месяцев увеличился вдвое. С 30 до 60 рублей, отметил специалист. Михаил Хазин уверен, что в случае крайней необходимости Центробанк РФ будет вынужден обнулить сбережения всех граждан страны. При этом на финансовом благосостоянии граждан сильно отразятся высокий уровень инфляции, девальвация национальной валюты, а также отсутствие экономического развития в стране. Более того, специалисты не исключают того, что отечественная валюта и вовсе может достичь новых исторических антирекордов стоимости в паре с долларом и евро. Так что очередной черный день для рубля может быть не за горами. В Госдуме посоветовали россиянам спасти деньги из банков. Без QR-кода их не удастся снять. Михаил Делягин посоветовал жителям страны скорее снять деньги с банковских счетов из-за повсеместного введения QR-кодов о вакцинации против коронавируса. Объяснил свою позицию на конкретном примере. Сейчас в Лермонтове, в Ставропольском крае, стоит один банкомат, которым разрешено пользоваться гражданам без QR-кода. Все остальные установлены внутри банковских учреждений, куда вход, в кавычках, заразным запрещен. По мнению депутата, такая ситуация со временем может начать происходить и в других регионах. Делягин предложил хранить деньги наличными. Нам важно знать ваше мнение, как вы считаете, действительно ли это произойдет. Оставляйте свое мнение в комментариях. А на этом у меня сегодня все. С вами была команда Юпитер Стар, и я Валентин Бахвалов. Юпитер Стар.